Дорогие дамы и господа, с вами сэр Холмс. Вы лицезреете Моровинд, перед вами еще не открытые земли его самых восточных частей. Я, кстати, хотел немного загуглить, что они себя представляют, но забыл, поэтому не знаю, как они называются, но я думаю, либо вы подскажете, либо подскажут местные жители, если они тут есть, конечно. Я на самом деле не знаю, насколько хорошо проработаны вот эти земли, есть ли там квесты, даже не то чтобы квесты, а вообще какое-то наполнение. Ну, я и не помню, какие там города должны находиться. Ну, ладно, неважно. Главное это там побывать, потому что 60-я уже серия или какая уже, а я там до сих пор не был. Уже анонс 6-й части свитков случился, а меня там еще не было. Вот. Для меня он случился вчера, но для вас, наверное, позавчера, потому что запись я планирую выложить на следующий день после. Интересно тут, слушайте. Кто это тут так набезобразничал? Ненадолго хватает заклинания ночного глаза, к сожалению. Ой, больной крабик. Выглядит, кстати, неплохо. Ой. Да, мне переплыть просто так не дадут туда, я смотрю, да? Ты смотри, сопротивляется магии он еще. Ну где ты, где ты? Пригодятся всякие ингредиенты. Ой, как стремительно стемнело-то. Так, ну я очень надеюсь, что меня там сильно не будут стукать, пока я плыву. Зелья хождения по воде у меня нет, есть зелья левитации, но я бы не хотел их тратить сейчас. Так. Ну, есть у меня природная способность. Дыхание под водой. Я, пожалуй, применю, потому что, ну, когда еще мне его использовать? Зараза ж ты. Электрические рыбы-убийцы. Еще где-то, да? Что это было? Еще один, а? Ну, стингер мне мой помогает. Хотя бы их ненадолго, но парализует. От этого бага, кстати, еще в 4-х свитках не избавились, что можно так выбрать положение в воде, что будет видно все, что находится на дне. Вот насчет 5-й не уверен, я в нее играл не так уж много. И особо не плавал в воде там. Может быть, даже это было связано с тем, что я вдавался в роль приключенца на далеком севере и не хотел лезть в ледяную воду. Ну вот, господа и дамы, мы ступили впервые на новые земли Моровинда. Да, ну и ареалом они тут, конечно, не сильно разнообразятся. Так, ну давай, мне все пригодится. У меня место есть, в принципе, в инвентаре. Но тут я должен сказать, пока не так, чтобы
разнообразно. Но вообще я бы хотел найти место для ночлега хотя бы. Вот это, кстати, интересно сделано. Регион побережья Азуры. Что это такое? Какие-то дымящиеся кувшинки. Прикольно. Ага, ну я вижу, хотя бы можно собирать ингредиенты всякие тут. Так, ладно, пора искать все-таки место для отдыха. Я думаю, прям где-нибудь тут заночуем. Вот под этим деревом, например. Так, это я типа кладу около подушки свой клинок, чтобы, если что. О, отлично, никто на меня даже не напал. О, я что-то вижу интересное на горизонте. Похоже на рукотворное какое-то строение. Кстати, мне интересно. Меч придется перезаряжать, очевидно, с помощью камней души. А лук? Лук, по-моему, не работает. Или я что-то не так понимаю. А-а. Да, надо использовать. Использовать. Там не при ударе, получается, применяется его сила, а именно надо колдовать этим луком у врага. Ну, это либо рукотворное что-то, либо недоделанное, просто еще разработчиками мода. Так, сюда, ходи сюда. Это мне пригодится все. Ну да, тут так резко идет обрыв такой, как знаете, ножом обрезали эти земли. Да, я, кстати, тут опять же на новой клавиатуре. Очередная новая клавиатура сэра Холмса. Мне пока не везет с клавами. Не, ну знаете, это такие ощущения весьма приятные. А, дурзоги тут обитают. Ну да, как-то фауна не блещет оригинальностью здесь. А, интересно, вот видите, они сглаживаются, эти ясенки. Ну ладно, не будем портить атмосферу этой ерундой, туда лезть, наверное, не будем. Не, ну интересно, интересно тут гулять. Скажите-ка. Действительно, такие приятные, немного необычные ощущения. Что ты реально находишься на какой-то новой совершенно земле, в привычной тебе игре. Но, по-моему, тут... Вот, кстати, очень интересные растения, деревья. Я еще очень сожалею, что фактически я лишен травы. Да, травы здесь нет из-за того, что моды немного все-таки с собой несовместимы. Там Real Rebuild и какой-то еще из модов, не помню какой конкретно, несовместимый, поэтому траву пришлось убрать, потому что она тогда начинает летать в воздухе. И лучше уж не иметь травы совсем, чем иметь летающую в воздухе траву. Это, кстати, напоминает мне могильники из «Властелина колец». Вот эта местность. О, смотрите-ка, он больной, но не нападает. А, ну, вроде обычные больные не нападают, а вот те, кто мором заражен... О, наконец-то первая какая-то постройка, ну, похоже на Даэдрическое святилище. Давайте посмотрим. Ну, я думаю, первое же какое-то подземелье, первое же какое-то святилище Даэдрическое мы обязаны обследовать здесь, потому что вдруг здесь какие-то несметные сокровища хранятся. А надо не забывать, что персонаж у меня до такого гораст. Ладно, надо чуть вернуться, наверное, там вход. Вот это немного пустовато выглядит, но на фоне общего великолепия флоры местной не бросается в глаза.
кстати, хотел вернуться к паре мыслей. Вот про клавиатуру, например, начал. Она такая же, как и предыдущая, просто выяснилось, что не работает принт-скрин. И, в общем-то, я ее поменял просто. У меня есть подозрение, что зайти сюда нельзя. Ой. Вот это нехорошо. Кстати, у меня есть заклинание тишины же. Ну-ка, давайте попробуем. Silence. На цель. Что-то как-то... Оно пошло не так, по-моему. Да ты что? Ну что, приятно. Золотой святоша бегает медленно. Кильвера Лен. Что ж вы сразу нападаете-то, ну? Вайперблейд. О, кстати, прикольно. Предположим, что на 16 можно им стукнуть. Ну-ка, стингером. Не, стингер все-таки круче даже без яда. Так, ну раз там кто-то был, значит, наверное, тут и поживиться есть чем. Надо после победы сохраниться. О! Вот. И клавиатура, она шуметь должна, как предыдущая. Я все парюсь, что она шумит. Пробел шумный от этой клавиатуры. Вот в чем беда. Ох ты, смотрите, какой там парень. Давайте попробуем его обойти просто. Вот, Elder Scrolls 6. Я, очевидно, не успею... Вот на дата релиза еще не объявлена, и, очевидно, она будет не этот год и не следующий, но я вряд ли успею пройти и Morrowind, и Oblivion, и Skyrim в том темпе, в котором я их прохожу. Но я думаю, что с релизом мы начнем параллельно проходить и TS6. Ой, хотя это когда еще будет все? Наверное, даже рано загадывать. Но я был немного даже взволнован после всех этих релизов. Еще Киберпанк, Wolfenstein новый. Опять Wolfenstein клепают. И главной тревогой было, когда это все проходить, черт возьми. И так там на текущие игры времени не очень хватает. Еще новинки, ну ладно. Но зато это стимулирует как-то быть поактивнее. Кстати, меня еще беспокоит, что Темное Братство не нападает. Но я думаю, подождем. Какой у меня? До 25 уровня, если не нападет, то мы... То я просто удалю этот мод на отложенную атаку Темного Братства. Или может до 30-го подожди. Ну ладно, посмотрим, как решу, так и решу. Святилище Дедрическое такое ничего, но где же вход в него? Возможно, ну оно прям такое обширное. Возможно, вход даже и не предусмотрен. Так, этого парня мы обошли, отлично. Так. Видимо, тут навыки акробатики можно свои попрактиковать. О, блин. Черт, он меня заметил. Надеюсь, я смогу от него убежать. Но он вряд ли через... А нет, он идет сюда. Я-то думал, он не сможет через эти лабиринты и буреломы протиснуться, но нет, смог. Но я так думаю, что здесь мы
не должны встречать моровых каких-то монстров. Я имею в виду зверей всяких, зараженных мором, потому что до сюда же пепельные бури-то не долетают, да? О, отстал, судя по музыке. О, дорога какая-то. Это же дорога? О. Это выглядит как главная постройка какая-то. Не, ну, это хоть и очень обширная и запутанная локация, вот эта вот руины, но выглядит впечатляюще, в принципе. Да. А если это вход, то до него добраться непросто. Мне так интересно. Так, вот этого надо... О, дом чей-то. Вообще не стоит сбрасывать со счетов этого Атронаха, который за мной гоняется, потому что... Если про него забыть, в один прекрасный миг он просто возьмет и огреет тебя сзади по голове. А, вот все, музыка успокоилась. Так. Ну и что же это за дом? Есть кто здесь? Опять кто-то там. Так, здесь живет Граал Ломбак. Ну да, орки, они непривередливые обычно. Так, а Граал Ломбак у нас дома? Yes. О, дома. Ладно, люди здесь есть. Оставь меня, странник, говорит. Смотри, ты культист, наверное. Ну ладно, ладно. Ну, уже неплохо. Это что? Ух ты, смотрите, приготовленное мясо гончей. Биф. О, на гриле прям. Класс. Ну я так тебя просто не оставлю. Я сначала все у тебя заберу и потом только пойду. О. Не-не-не, стой, стой, стой. Так. Где мои отмычечки все? Ну, это типа алкоголь, но какой-то неопределенный, который просто как бутылка отмечен, наверное. Так, ну, блин, я когда-нибудь уже пройду к этой... А, ну я понял. Тут нельзя пройти как-то иначе, чем через эти два входа-выхода. Ладно, погнали. Так, придется от него избавиться. Давайте посмотрим, какие у нас стрелы есть. Так, это против мертвецов. Это явно не сработает, это тоже. Нет, эти стрелы все ему нипочем. Будем обычными стрелять. Эх, если бы он еще так не дергался. Смотри, какое. Так, ладно, какая стрела? Ну вот это может сработать против таких врагов. Ну, что-то там случилось с ним. Здоровье поглотилось. Ну, а трава, да, трава на таких очевидно не действует. Так, а подожди, а как тебя залутать-то? Ну ты смотри, а. Гад какой.
помер безвозвратно со всеми моими стрелами в нем. Так. О, вот и вход. Текнила шашулпи. Текнила шашулпи. Текнила шашулпи. Текнила шашулпи. Изи. Черт, ничего ж не видно, ну блин. Ё-моё моё. Что это за ерунда там ходит? Так, какие там стрелы-то? О, паралич, давай. Я надеюсь, на нее сработает. Что это вообще такое? А может, ее затюкаем в ближнем бою? Гарпия какая-то. Полугарпия, полумантикора. Ну, хотя бы есть что полутать. Это они тут неосмотрительно оставили. Без присмотра. Обливион, книга Деэдра. О, стена здоровья. Скидывание магии. Вот, в принципе, все полезное зелье, что бы не взять. О, будем тренировать ловлю душ. Отлично. Свиток адского огня. Молитва Азуре. Ух ты, свет Азуры, ничего себе. А что пишут? Как время сверлится через сферу солнца, убеждая дела всех душ молиться не Мирунусу Дагону, чтобы пожнить урожай, который ты посеял. Блин, как-то. Пожинать урожай, который ты посеял. Но в самые темные дни, когда все уже взято, все забрали у нас, короче, пусть надежда тебя не покидает. Найт. Пробужденная через огненную ночь Нирна, упади на колени, в общем, преклони колени перед святилищем Азуры и позволь кусочку света быть там, что-то такое. Я не могу выучить заклинание. Эльвир. Какая-то элементарная Деэдра для Эльвира. Дух Деэдра. Давайте тоже возьмем. Так. О, Вабаджек. Вабаджек, это интересно, конечно. Так, где там отмычечки мои? Видимо, слишком сложно для такой... ну, смог все-таки. Ну, тут поинтереснее лут, чем на континенте. Как-то более соразмерен со стараниями с твоими. Так. У меня же есть зелье маны, ну. Вот. Сейчас посветлее будет. Конечно, не буду так фейлить. Может, ты отвернешься? Давайте попробуем все-таки снять. Так, это что было? Хорошо. Паралич действует. Ой, блин, нет. Она отражает паралич. Так, ладно. Она сама парализует? Нет, это она...
чуть не смог. Но вообще довольно сильная тварь. Не вижу смысла вступать в конфронтацию. Ну да, она отражает заклинание мой паралич. На меня же и в итоге прилетал. Так, хорошо. Еще одна такая. Ну, вон те ребята выглядят более безобидными. Так, а для них, может, какие-нибудь другие стрелы? Ну да, такие. Хе-хе. Класс. Ух ты. Вимерский кинжал. А это вообще ничего не было. Ух ты. Тут прям целая казарма. Ладно, не казарма, а как это назвать? Это как монастырь у них здесь прям. Как служителей Деэдра. Мясо гуара, но одну штучку возьмем. Чтобы поразнообразить алхимические наши припасы. Тут, конечно, ничего интересного, но я просто хочу самое вкусное оставить на потом. Это что? Псент всякий. Надо бы это заклинание как-то удлинить действие или найти. Другое... Ух ты! Средний. Призвать призрака. Неплохая штука, должен сказать. Вот уже не зря пришел. У меня она, конечно, без особой пользы пока, но... Мясо кагути. Миленько, миленько они тут. Кто-то он вегетарианец. Печеньку заберу. Ну вот это тоже. Но только кагути выглядит сырым. Пока мне этот щит не пригодится, так как это средняя броня. Черт. Но вообще она отражает заклинания, надо какие-нибудь более безобидные. Черт знает. Отрава. Слушай, наверное, не действует отрава на органянина. Да, я сопротивляюсь магии. Здоровья, правда. Но это, видимо, недостаток вот этих новых локаций, что тут застревают враги. Twilight. Winged Twilight. Сумрак. Блин, как это сказать-то? Крылатый сумрак, наверное. Я не помню, как в оригинале переводились эти монстры.
в такие моменты сожалеешь, что опыт начисляется в свитках за применение умений, а не за убийство врагов. Как ты быстро летаешь. Почему я застрял? Пульки кончились. Зараза. Ну, к ним надо подход иметь. Ладно, ладно, сейчас. Не, давайте будем реалистами. Вот что бы я делал, если бы встретил такую фигню? Я бы просто ушел. Вот, кстати, сюда можно вполне себе сходить теперь. Тут у нас вполне безобидный какой-то Альтмер остался, который, скорее всего, погибнет от моего яда. Да? Нет? Милвен. О, неплохо. Кольцо магического огня. Помощнее, чем колечки, которые у меня есть. Аналогично. Сколько сейчас времени? Враги рядом. Да, прям подо мной вроде как. Так, сейчас аккуратней. Потому что... О, свиток исцеления, это хорошо. Исцелить болезнь. Свитки, кстати, приятнее. Дышащая вода какая-то. Королева-волчица. Зачарование повысил. Неплохо. О, сундук заныканный. Так. Сейчас сразу тогда мечку получше возьмем. Вот, отмычка подмастерья. Самое то. Так, сундук скрывается с этой стороны. Ну, награда могла быть и получше. Ну, в общем, что могу сказать пока. Пока тут хороший лут. И... Ух ты. Sundered Scar Region. Sundered Scar. Какой-то шрам. Sundered. Не знаю, что такое. Регион какого-то шрама. Вообще пока прилично, конечно. В плане пройденного расстояния. И приятно, что регионы тоже обозначили по-разному тут разработчики модификаций, потому что я думал, что будет какое-нибудь постоянно побережье Азуры светиться. Нет, они позаботились о том, что отображались соответствующие регионы. Там вон тоже что-то интересное на самом деле. Я подозреваю, что тут могут быть еще входы. Ну, по сути, это просто рандомное подземелье. Оно, конечно, рукотворное, но какой-то сюжетной ценности не представляет. Под сюжетной ценностью подразумеваю какие-либо квесты, может даже побочные, самые простые. Да, вот это вот выглядит впечатляюще. Ты серьезно туда собрался? Это плохо.
Как он меня не заметил только. Как терминатор ходит со звуком таким же. Повредить ловкость. Но этот лук, наверное, против других лучников неплох. Ты кастуешь перед тем, как начать пристрелку. Вот это вот повреждение ловкости на них, и они стреляют хуже. Мне кажется, здесь все-таки ничего нет. Ну, кстати, вообще интересное святилище. Похоже очень на реальные аналоги. О, это Азура же. Азура же Даэдра, да? Просто добрая Даэдра. Но с ней тут особо не повзаимодействуешь. Ну ладно, пора идти дальше. Так, это я в какой части? Вот какая-то дорога есть. Давайте по ней пойдем. Хотя вон еще дорога. Нам явно в ту сторону. В общем, реальные аналоги где-то в Камбодже. Этих всех храмов. Не знаю, каким богам там молятся. Ну, регион такой своеобразный. Очевидно. Ну, вообще тут все равно ощущается, что как-то более пусто, чем на континенте. Ну, не на континенте, говорю. Ну, просто вот это больше похоже на континент, чем вот это на данный момент. Больше похоже на остров какой-то такой обрезанный. Ну вот о чем я говорил, что все-таки более пусто, чем на острове, да, чем в Варденфеле. Вон там какие-то интересные растения. Но вообще эта дорога должна куда-то... О, смотрите что, это плантация. Указатели есть здесь. Ой. Это же отлично. О, это что такое? Летает в воздухе, а? Нехорошо. Что пишут? Так. Илдрим, главная дорога. Илдрим. Не главная дорога, очевидно, сюда. Вон какая-то шахта там. Похоже на шахту. Миралак. Альмалексия. Это, наверное, поселение, да? Старый Эбенхарт. Ничего себе. Ну, в старый Эбенхарт, наверное, мы уже не попадем. Ну, хотя кто знает. Может, он где-то тут. Правильно говорит, наверное, Эбенгард. В соответствии с локализацией нашей. Я, пожалуй, проверю, если он там потом. Но пока мне хочется очень поговорить с местным населением. Необычные постройки. Мне кажется, это морнхолдский тип. Ух ты, смотрите, какое дерево. Прям Сомерсет какой-то. Сакура. Так, ладненько. О, смотрите. Вот и местное население. Здорово. Мендристериф. Я тебя не знаю, что ты хочешь. Угу. Но, к сожалению, нельзя поспрашивать про местность эту. Но они также говорят про что-то там, вот про законы, про Нериварина наверняка говорят. Про коммуну Тонг. Смотрите, вот, есть отсылки к местности, к этой. Вот, если спрашивать про кого-то конкретного, говорит, что Тилмец, который находится в особняке, владеет этой землей. Тилмет — это семья, а я работаю на них. Поговори с ним, если ты ищешь кого-то.
Я просто тут сейчас работаю. Понятно, спасибо. Это, очевидно, его хижина, да? Ага. Ну, ничего, симпатичное поместье. Давайте наведаемся. Может, они что расскажут подробно. Ух ты, какие тут. Классные растения. Редкие. Слушайте, да, это морнхолдский стиль. Есть что? Красиво-то как тут. Пусто. Заперто. О! Вот и кто-то из местных. Красивые, да, штуки, клумбы. Book-end. Конец книги. Ну, это, очевидно, какая-то штука, которая... Восстание Альмалексии. Подпирает книги просто штука эта. Король Эдвард. Я, наверное, уже со всем этим знакомился. Какая-то отравленная песня. Богатство Вейреста. История Дагерфола. Книги-то не обучающие какие-то у вас, ну. Привет. Приветствую, агент. Мы не ожидали гостей. Агента? Не знаю даже. Кто вы такие-то? Я тут живу со своим мужем. Что можем сделать? Текущие события. Великие дома. Дерутся друг с другом. Это я знаю. С ней поговорить уже можно про больше тем. О, про слухи она вообще не хочет говорить. Меня, говорит, не интересует это все. Если ты хочешь связаться с правящей семьей Эндарил, направься на восток, в Лан-Оретан. Лан-Оретан. Множество великих семей имеют особняки в этом уютном лесу. Ну, в каком-то. Дрейним Спа простирает свое благородство от района Морнхолда до этих жарких спрингс источников. Это, видимо, тоже что-то про местность эту. Так. Моренский лор. Чини, говорит, снаряжение свое. А, да, смотрите, я, говорит, благородный член дома Эндарил великого. Служу, подчиняюсь законам, традиции дома Эндарил. Крестоносец и дипломат. Смотри, как крестоносец. Что-то там трибуналы, мой клан, бла-бла-бла. Мой муж тихий человек. Предпочитает проводить время за книгами. И у него благородное сердце. Так. Слушай, по-моему, у тебя морда старого образца. Да, действительно. Не подвергшаяся модификации морда. Суджама тут среди книг у вас. И еще эшелоны какие. Ну, я смотрю, вы любите читать, да, и писать. Ну, книг у вас обучающих нет. Плохо. Какие красивые цветы. Ну, прям вообще.
Мой муж тихий человек, говорит. Ну да, ну да. Здорово, я пришел. А, посетитель? А, ну, пожалуйста, располагайтесь поудобнее. Я такой-то, живу со своей женой такой-то. Все еще есть какие-то проблемы с чужестранцами, колонистами империи и данмерами. Что бы еще можно спросить его? Слухи. Ну, тут то же самое рассказывает. Ну ладно, квестов никаких нет у них. Поэтому можно что-нибудь потырить. Наверное, я сюда уже не вернусь. Отмычечки. Я думаю, такая справится с этим замком. Да. Может, что-нибудь тут интересное у них есть? Это ж... Ух ты. Щетка. Немного забаговано вот это вот, что я могу залезать прям без разбега на всякие комоды и прочее. Ой, книг можно напродавать будет потом. Так, надо прикрыть, чтобы типа никто ни о чем не догадался первое время. Ну я все, ухожу. А, это на кухню похоже. Да, миленько тут все. Корень хамума какой-то. Но мне нравится, как все обставлено. О, пирог из скриба. О, колывянский хлеб. Это какие-то новые, по-моему, ингредиенты. Имперская кухня. Ха-ха. Мясо квамы. Тоже, по-моему, новая штука. Укрепляет магию. Классно. Ну ничего, у меня позитивные весьма впечатления. Крабье какое-то яйцо. Восстанавливает здоровье. Моул краб. Что такое моул? А это что такое? Яйца орнады какой-то. Давайте штуки 3 возьмем. И кексик я там видел. Кексик. Ну, в общем, я за кадром поварю себе зелье, похоже. Ну, правда, у меня же дурацкие получаются зелья здоровья. Это вообще никакущие. Мясо оранды. А кто такие эти оранды? Видимо, все-таки тут есть какая-то живность местная, уникальная. Мясо когути. Я, кстати, не помню, что... Но попадалось... И даже мясо гуара как-то иначе выглядит. Что она попадалась в Орденфелле, вот, ну, в оригинальном Моровинде, в таком виде. Ладно, пора идти. Ну, давайте на этом закругляться уже. В следующей серии продолжим впечатление. Путешествия. Впечатления, я хотел сказать, что у меня приятные от новых земель. О, а можно я у вас на ночь останусь? Ну вы же гостеприимные, а? Я думаю, они мне разрешат. Вот, впечатления позитивные, поэтому будем продолжать тут путешествовать. Дамы и господа, спасибо за внимание. С вами был сэр Холмс, канал Благородных Сэров. Всем спасибо и пока.